Друзья мои, всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать ко мне в гости. Девочки, сегодня, и мальчики тоже, сегодня я расскажу про свои фаленопсисы, покажу вам парочку цветущих экземпляров, расскажу вам, что я обнаружила на своем стеллаже, что я ждала и что я получила. И расскажу историю орхидей фаленопсисов. Меня просили в комментариях, что это за фаленопсисы у вас, Аня, которые из храма. Так что, кому интересно, оставайтесь на канале и немножечко поделюсь с вами своим опытом и покажу, чем я удобряла фаленопсисы, чем я их баловала, чем я их поддерживала на протяжении этого непростого осенне-зимнего сезона. Какие средства, какие уходовые средства я использовала. Так что добро пожаловать, оставайтесь со мной, кому это интересно. Ну, конечно же, пенивчик. Пенивчик, красавчик, все еще цветет. Девочки, немножечко он у меня упал вот с этого места. Неустойчивый горшочек. И случилось, что он упал. И поэтому мы без одной сепалии. Ой, вернее, петалии. Мы без одной петалии, но у нас есть даже новый бутон. Ну, в принципе, все неплохо, но, как и бывает, орхидеи наши могут летать. Так что здесь уже, в принципе, у меня в этой локации отцветают некоторые экземпляры, а так, в принципе, все по-прежнему. Распустил свою веточку красавчик Дератинопсис. Там девчонки мне писали, рассказывали в комментариях свои мнения по поводу разницы между фаленопсисами и дератинопсисами. Так я, кажется, может, я неправильно говорю, но вот это представитель фаленопсиса, который является дератинопсис. Девочки, он обалденный. Смотрите, какой красивый. Крупноцвет. Это вот, кстати, один из тех немногих фаленопсисов, которые меня радуют своей неприхотливостью. Знаете, вот неприхотливый. Дело в том, что я его уже на протяжении многих лет как бы наблюдаю, и он у меня в разных условиях бывает, и в разных непростых ситуациях побывал, но цветет каждый год. И в этом году у него, смотрите, такое прекрасное цветение, причем у него место расположения не совсем на свету ярком. Видите, он как бы внизу от окна, но вот такой цветонос выгнал. И 6 замечательных, красивых цветочков. Прям я обожаю этот гибрид, очень интересный. Смотрите, незатейливый такой а-ля шоколад, да? Кто любит вот такие интересные фаленопсисы, присмотритесь к этому гибриду. Но я вам скажу, что сейчас даже его редко встретишь в предложении. Покажу, как он называется, девочки, сейчас. Я записывала его название. Вот так. Чиан Хуэй Ред Роуз. Вот так. Представляете? Такой красивый. Девочки мне писали, что не у всех, но у некоторых тоже есть этот красавец. Видите, какой лист у него? Он вообще молодец. Крупноцвет. Продолжает цвести и радовать мой хоткис из азиатской поставки. Конечно же, хоткис это праздник. Это праздник. Хотя смотрят цветочки в разные стороны, девочки, но все равно красавчик. Не остановился он на 6 бутонах, доращивает еще веточку. Будет 9 цветочков, но я очень надеюсь, что он не скинет вот эти первые. Ох, как я не люблю, когда фаленопсисы, дорастив краюшек цветоноса, начинают убирать первые, вот эти самые первые цветочки. Но все равно красавчик. Девочки,
моя вот эта панда, бабочка. Вообще, такой у нее непривлекательный вид, когда она уже подцвела месяц-два. Смотрите, она прям превращается в такую блеклую дамочку. Не очень мне нравится. Когда распустила цветочки, открыла бутончики, она, конечно, была симпатичная. Так, и вот про ту орхидею, у меня их, вернее, две, которая из храма. Что это за орхидеи? Я не имею понятия, какое название у этой орхидеи, у этого гибрида. Это фаленопсис. Вот он, кустик. Кстати, начинает появляться листики с середины. И посмотрите, как она в этом году пышненько зацвела. Откуда у меня этот фаленопсис и почему я его называю орхидеей из храма? Это действительно орхидея из нашего храма. Моя однокурсница является прихожанкой нашего храма. И у них есть там на содержании некоторое количество орхидей. И был период, когда был ремонт в храме, и орхидеи, ну, внимания на них пристального не обращали. И так их передвигали с места на место, где-то задвинули, шел ремонт. В общем, было не до растений. И орхидеи начали погибать. Начали погибать. Вы же сами знаете, что орхидеям нужен хоть минимальный, но уход, хоть минимальное, но внимание. Смотрите, как она здорово цветет на этой полочке, да, ей понравилось. Она, как, знаете, как сакурка. Цветочек такой 5 сантиметров примерно. Ну, она вообще великолепная такая, замечательная, нежность. И, в общем-то, они не знали, что с ними делать, как их восстанавливать, время не было. И мне моя однокурсница говорит: слушай, я знаю, что ты вроде как увлекаешься орхидеями, любишь их. Может, ты заберешь парочку? Я подошла к храму, и Наташа мне их вынесла. Они, конечно, были в плачевном состоянии. Не то засушены, не то залиты. Это было несколько лет назад. Я вообще хочу вам вот так показать вот сразу. У меня, конечно, уже и места не было особо, но отказать я не могла. Отказать я не могла. И я, в принципе, думала, восстановлю и верну. Но Наташа мне говорит: Аня, забирай, потому что, говорит, погибнут. Забери их, пожалуйста, и восстанови. В общем, я их забрала. Вот это одна из них. И сейчас покажу вторую. Вторая здесь, она немножечко была в таком более тяжелом состоянии. Это, скорее всего, Red Lip. Вот ее цветение в этом сезоне на 3 бутона. Она была совершенно без корней. Мне пришлось над ней подколдовать. И я ее высадила сначала в кору, но что-то пошло не так. И вот она, знаете, она постоянно как-то себя не очень хорошо чувствует в разных субстратах. Я ее посадила в плагрон, но и сейчас вижу, что в плагроне что-то вот она, то ли я ее залила, вот вижу какая-то темнота вот здесь на листике. Я вот недавно обнаружила какое-то вот потемнение на листике. Ну, не знаю, девочки. Сейчас стараюсь меньше поливать ее, чтобы не залить ее даже вот в этих шариках. Потому что, как хоть все и боятся, и говорят, что пересохнет орхидея в плагроне, но мне уже по моему опыту, я смотрю, что, девчонки, можно не так пересушить, как перелить в плагроне. Либо это, возможно, сначала пересушиваешь, не полил вовремя, но цветочек красивый у нее, такая форма цветка интересная. А потом хорошенько полил и залил. В общем, с этой орхидеей немножечко посложнее, но мы стараемся. Вот у нее новый листик этот растет, но почему он покрылся, такое пятнышко появилось, я за ним наблюдаю. Посмотрим.
Я уже несколько раз ее восстанавливаю, она опять что-то чахнет, я опять ее восстанавливаю, но я очень надеюсь, что все с ней будет хорошо. Она корней, конечно, в плагроне. Сейчас я, девочки, возьму. Нарастила. Вот она сразу пошла в рост. Такая вот, она же вообще была практически без корней. Да, мне кажется, что она опять, она как, вот видите, вот у нее мокнущее пятно. Вот эта история, она бесконечно продолжается. Вот, возможно, я ее залила. Возможно. Но сейчас я ее просушу и потом обработаю фунгицидом. Да. Возможно, это залив. Но она красивая, конечно. Я ей давала уже не один шанс. Но я так понимаю, что все-таки какая-то, да, вот это, видите, какая-то все-таки у нее проблема изначально есть. И эта проблема тянется за растюхой на протяжении уже нескольких лет, не отпускает ее даже после лечения этапсином. Ой, да разные я использовала фунгициды, все, она никак не придет в себя. Но я очень надеюсь. Я хочу видеть красивый, хороший куст. Да. Да, вижу этот лист. Он мне не нравится. Ну, посмотрим. Очень часто орхидеи, девочки, бывает, что сами себя излечивают. В общем, я ее поливать в ближайшее время даже не собираюсь. Пускай она покажет, уже да или нет. Если уже нет, значит уже нет. Ну, в отличие от этой красавицы, это оказалось посильнее, повыносливее. У нее все. Но она изначально была, состояние было ее лучше, и она изначально охотнее пошла в рост и охотнее пошла восстанавливаться. Но цветет, обалдеть, как умница. С этой, конечно, вожусь и вожусь. Так взять прям ее и утилизировать не могу. Не могу. Пытаюсь ее привести в норму. Ну и сейчас вам покажу орхидею. Разочарование этого сезона. Так ждала, вот она здесь под этим цветоносом. Так она хорошо пошла в рост. Так она начала активно осваивать корешками субстрат. Такая молодец. Выдала вот цветонос, вот этот цветонос. У многих, девочки, она у вас есть. Я ее покупала как пилоричную. Это всем вам известная орхидея. Сейчас я вам покажу бирочку. Вот, НСК Авель, да? Правильно я говорю? В общем, вы поняли, что это за орхидея. Должна была быть красивая, симпатичная, пилоричная орхидея. Ну, начали открываться бутоны. Ля-ля-ля-ля, девочки. Вот такая безобразница. Теперь желтенькая есть у меня на моей полочке. Вот такое яркое солнышко у меня открыло свои бутончики. Сказать, что я расстроилась, я не расстроилась. Она настолько яркая, такая интересная. Вот у меня здесь рядом Патрик. Он, знаете, да, он пилоричный. Но посмотрите, как он проигрывает в цветовой гамме этой замечательной желтенькой веселушки. Так я ее назову. Посмотрите, ну Патрик уже цветет у меня где-то с месяцок, может больше. Замечательный красавчик, там листик он растет. Он у меня тоже не с простой историей. Покупался, вы знаете, уценкой. Мне выслали его в полцены. В общем, пытаюсь его сохранить, реабилитировать. Но это вообще, видите, интересная такая форма у нее, классическая, но она вытянутая в горизонталь. Цветок непростой, интересный. Но вот пока что мутация не состоялась. Я смотрела на бутончики, они такие, знаете, вот видите, они немножечко такие удлиненные.
Я еще до последнего надеялась, что что-то будет интересное, но нет. Но я не могу сказать, что неинтересная. Очень такая, знаете, плотная текстура цветочка. Язычок такой интересный, яркий. И я заметила, что сама орхидея, в отличие от многих пилориков, она такая, ну как вам сказать, легко адаптируемая. Ну, как-то она пошла, листики растить, корешки растить. Все ей вроде понравилось. Ну, вот так мы процвели. Вот такие мы. Очень я сомневаюсь, что цветонос из другой пазухи вдруг мне, вот обратная сторона, вдруг меня порадует какой-то пилоричностью. Ну, кто знает, кто знает. Но вот первое цветение в жизни этой орхидеи вот такое веселое, солнечное. Вот так весна. Тут Бронз Мейден, красавчик, цветет у меня. Боже, как мне нравится, девочки, его листовая пластина. Ой, это вообще, даже без цветочков, это просто серебро, серебро. Такая олива, я бы даже сказала. Смотрите, новый идет листик у него. И вот он цветет, и корешки растит. Уже он цветет, может быть, больше месяца, скорее всего. Интересно, немножко потерял, выгорел, потому потерял свой color, свой цвет. Был более такой терракотовый, красивый. Но здесь солнышко в солнечные дни, поэтому он немножечко такой. Я, конечно же, его еще не пересаживала. Кстати, быстро пересыхает, вижу растущие корешки. Такой, смотрите, красавчик. Да, проснулся, потому что и корни растит, и листик растит новый. Под лампами здесь у меня живет, красавчик. В компании остальных фаленопсисов. Первое его цветение в его жизни. 4 бутона. Очень утонченный, замечательный такой, знаете. Ну, прям, ну, красавчик. Боже, какие они все разные, какие они все вкусненькие, классненькие. Кто-то даже и тусклый, но все равно интересный. И знаете, что у меня здесь происходит? У меня есть вот моя, спрашивали меня в комментариях: Аня, как же там ваша Модеста? Что-то вы ее не показываете. Девочки, вот моя Модеста. Тоже 1,7 приехала, и уже который год она у меня хромает, то желтеет, но не умирает. У нее наросло большое количество корней. Вот это белое, то, что вы видите, это топсин. Прям насыпала туда и при поливе и мазала ее. В общем, она у меня живет чисто на топсине. Знаете, как на ЭВЛ, так вот она у меня на топсине. Надо попробовать что-то другое, потому что есть у меня еще более действенный фунгицид. Попробую им попользоваться, потому что это такая интересная орхидея фаленопсис, которая природник. Вообще ее ореол обитания обалденно широк. Живет она в такой местности, там, где влажные леса, влажные горы. В общем, у подножья она гор, в нижней кроне, внизу деревьев, ну как, не совсем, в нижней кроне. То есть прячется под листиками, то есть как бы она не сильно любит сильный свет, но как бы свет ей нужен. Это у меня из теплицы, как оказалось, Джозефа Ву орхидея, Модеста Сиблинг. В общем, девочки, она, конечно, имеет вот такой вид непрезентабельный у меня. В принципе, ничего она не вырастила за все время у меня пребывания. Дала вот этот листик несчастный. Но она цветет очень часто. И вот сейчас тоже бутон. И вы не представляете, какая это роскошь аромат. Читать эти ароматы, слушать их, это просто такой восторг. Я так рада вот этому бутону. И тот, кто ощутил аромат этой прекрасного орхидеи, этого природника, тот поймет мое такое желание
поскорее ощутить этот вкусный аромат. Это что-то такое ягодное, мне кажется, вместе с ландышем. Ну, такое весна-весна. Мне сначала казалось сирень, потом я думаю, нет, вроде это ландыши, потом что-то вот ягодный какой-то аромат подмешан. Но это настолько вкусно, ярко. Я вот жду этот бутон, когда раскроется, прям жду. И, наверное, будет еще один. И вот она такая несчастная, но она все равно цветет. А когда большой здоровый куст, у кого будет возможность, сейчас я вообще редко вижу Модесту, но если я еще раз увижу Модесту, я обязательно прикуплю, как бы для того, чтобы был дубль. Если вы увидите хороший Модесты куст, и вы не против мелкоцветковых орхидей, обязательно прикупите. Видите, вот она вот что-то там желтеет, что-то там ей не нравится. Уже посадила ее в камушки, потому что она как бы и полив любит, но она любит и проветривание. Может, у кого-то, у кого влажно, и кто может на блоке содержать, и постоянно там как-то опрыскивать, или достаточно влажности воздуха, она будет расти лучше. Но пока что мы друг к другу уже который год присматриваемся, наверное, уже второй год, но вот в таком состоянии. Но я рада, что она у меня нормально. Вот точно так же мне морочила голову моя сидерея японика. Ну вот сейчас она вроде как пошла. Тоже не цвела ни разу. Сидерею обожаю, но вот она, конечно, тоже долгожданная моя. Долго болела эта сидерея. От орхидеи свиту приехала 1,7. И вот наконец-то она у меня начала расти. Я очень жду ее цветения. А это вот, видите, расти толком не хочет, но цвести всегда готова. Это будет ее второе цветение за время нахождения у меня на полочках. И, в общем-то, я рада, что она хоть чуть-чуть меня радует. Я с удовольствием, ну я вот прям с огромным удовольствием жду распуска этого бутончика. Вы не представляете, какой это вкусный аромат. Даже не знаю, с чем сравнить, но аромат Виолацеи, как по мне, меркнет на фоне аромата Модесты. Но это мое мнение. У нас у каждого свои вкусовые, да, потребности. Так, это я смотрю на свою детку в рюмочке. Это моя Тамара, детка. Вижу, корешки растит. Да, все нормально. И, кстати, девочки, я на днях сняла детку Джулии с пенька. Вот она у меня здесь тоже в керамзите. Вот она. Ну, вроде она сразу, смотрите, пошла растить корни. Все нормально. Джулия приняла мою посадку буквально за неделю и пошла растить корни. Тьфу-тьфу-тьфу, потому что был у меня случай с деткой Джулией в Плагроне. У нас не получилось, она погибла. А вот это вроде как нормально. Нормально. У меня есть взрослая Джулия, и есть пенек Джулии. И вот очередная детка у меня вот как дублик. Сняла я недавно, потому что думаю, так, надо освобождать пенек. Может быть, пенек еще даст детку. Смотрите, какая прелесть. Тоже детка моей орхидеи. Сплэт, по-моему, так называется эта орхидея. Сплэт. Вот она тоже. Первое цветение детки. Есть еще тут такой важный красавчик. Видите? Видовой. Вот такой. Кто любит такие орхидеи, вот, пожалуйста. Скажу сейчас название. Должно быть, если Аня куда-то маркер не задела. Ну, конечно же, его нет. Но это кто-то важный. Кто-то важный и интересный. Ну, естественно, где-то у нас потерялась наша этикеточка. Так, девочки, здесь продолжает
Отцветает уже красавчик Яфон Golden Leopard. Так мы с вами на него любовались. Такой он красивый в начале распуска. И посмотрите, что происходит буквально через 2-3 недели. Видите? А где желтенькая? А нету желтенького. Ну вот еще порадует меня красивыми цветочками, доращивает цветонос. Видите? Ну вот такой становится. Представляете, как выгорает. Вот, конечно, плохо, что выгорает. Но вообще прикольный. Волнистый край, да, у него. Небольшой цветочек. Такой бодренький, классный. Классный малыш. Мне нравится. Golden Leopard от Яфон. Прикольный. Кто видел видео с ним, и он есть на заставке, он такой яркий, такой яркий. У него даже какой-то цветонос такой кучерявый, и он сам кучерявый. Так, и покажу вам мой Санта. Здесь цветет, красавчик. Один цветонос, и вот второй цветонос. Он молодец. Растет себе помалу. Ну, распустил свои цветочки, открыл. Цветение, видите, выпало на апрель месяц, хотя обычно цвел в прошлые сезоны в декабре. Январь, декабрь, январь. Ну вот так вот. Вот такая вот красота. Так, девочки, хотела вам показать, чем я пользовалась все эти месяцы. Какими средствами. Вот буквально вот 3 средства, которые я использовала в уходе за своими орхидеями. Сезон осень-зима 2005-2006 года. Сложный, тяжелый период был. Отсутствие электричества, отсутствие отопления. Но мы, так сказать, выстояли. Выстояли с минимальными потерями. Не говорю, что без потерь, с минимальными потерями, но выстояли. Что я использовала? Очень часто, какой-то период, прям каждый полив я использовала Микахелп, девочки. Он содержит полезный гриб триходерму. И в поливочную воду я небольшую дозу использовала Микахелпа. Это уже второй бутыль. Но сейчас я пока прикупила, но пока буквально там несколько раз использовала. Вот уже в весенний период. Сейчас пока на стопе это средство. Оно у меня вот зимой в тяжелые моменты, когда у меня вот эти все, и у нас у всех, когда вот эти все негоразды. И несколько раз в месяц, хотя по инструкции надо 5 нажатий и 1 полив в месяц. Вот это польское удобрение, видите, его вообще немножко осталось. Купила я его летом. У меня много удобрений от этого производителя «Зеленый дом» польского. У меня видео было на канале. Пришла мне посылочка с разными средствами. И я что-то вот уцепилась, оно органическое. У него был срок годности до августа прошлого года, но я пользовалась всю осень, и вот еще есть, еще можно пользоваться вот этим удобрением. У него прекрасный состав. В составе есть и азот, и калий, и фосфор, и много интересных добавок. И у него основа, по-моему, на основе патоки это удобрение. В общем-то, я единственное, что не 5 нажатий на литр использовала, а 2-3. То есть я чаще его использовала, но с меньшей дозой. В общем-то, на нем вот мы и жили весь этот период. То есть я зимой и даже во время цветения орхидеи подкармливала. Вот, кстати, вам сейчас сразу покажу из последних закупок. Вот мои 2 орхидеи. Это Ванденопсис, по-моему, девочки. Пульчерима. Вот она у меня гонит цветонос. Смотрите, куда-то туда ушел цветонос на соседнюю полку. В общем, жду. У нее такие мелкие цветочки должны быть
Судя по фотографии, смотрите, сколько она корней мне тут нарастила. Я ее просто вставила в горшко, так, чтобы не осыпались бутоны. И доливаю водичку, и там внизу водичка, и она пьет. Ой, ой, немножечко катасету задела. Катасету мы тут у меня с корнищами, с красивенными корнищами. Красавцы, красавцы, растят новые росты. Вот они все получают вот эту вот линейку, понимаете? И после того, как я вот пользовалась несколько месяцев только вот этим удобрением, вот Микахелп чередовала с этим удобрением. Один полив Микахелп, следующий полив удобрения. Это в меньшей дозе, там 2 нажатия, 3 иногда нажатия на литр. И потом я убрала это удобрение уже весной и перешла на Аминостим. Аминостим тоже хороший состав, богатый по аминокислотам. Это биостимулятор роста. Как раз таки на весну то, что надо. И тоже там небольшая доза. Я сейчас не помню, сколько там надо, но вот прочитайте. Видите, тут в разных ситуациях, для разных культур. Ну, я выбирала самую минимальную. На литр воды 1,5 миллилитра. Отмеряла инсулиновым шприцом. 1,5 миллилитра я на литр добавляю. И это самое, и проливаю. В общем, вот так вот. Аминостим. Причем я когда начинаю поливать, я все одинаково поливаю орхидеи. Нет у меня там что, этим то, тем то. Я всем одинаково. В общем, вот это вот у меня сейчас уже на протяжении, считайте, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, о, уже больше март, апрель, уже больше, чем полгода вот эта линейка. Надо, конечно, откупоривать еще, там есть на все хочу попробовать удобрения этой же Зеленый дом. Вот это вот летучие мыши, Гуана колонк, или как-то он там называется. Все, я никак его не откупорю, надо будет его тоже попробовать. Как раз сейчас рост начался корешков, листиков. Вот это вот, кстати, тоже интересная орхидея. Детка начала расти, корешки. В общем, она как-то так лесенкой растет. Интересная. Тоже из пульчерин, но с таким листиком прикольным. Жду тоже, когда зацветет. Она у садовника цвела. Видно срезанные цветоносы. Они жили на блоках, но я высадила вот таким образом. Видите? Посадила внизу плагрон, сверху мох. И водички доливаю, вон корешки там внизу. Но пока вот такого мощного корневого роста, как здесь, не наблюдаю. Ну, потихонечку корешки появляются новые. Посмотрим, как она будет развиваться. Тоже интересная орхидея. Так, друзья мои, вот такие вот наши дела. Поделилась с вами своими уходовыми средствами, которыми пользовалась и пользуюсь с удовольствием. Бывает, что, в этом сезоне еще не начинала пользоваться. Я летом, когда начинается сильная жара, там надо уже подключать обработку от клещей, потому что в жару сильно начинается вот эта атака клещей. Все равно они где-то есть в коллекции. Просто они в неблагоприятных условиях, они как бы в анабиозе, они спят. И в маленьком количестве, когда популяция их маленькая, не разрослась в силу причин, в силу влажности повышенной, то орхидея своим иммунитетом справляется с этой популяцией. А когда становится очень жарко и сухо, то, конечно же, надо применять уже спецсредства в борьбе с клещами. И вот тогда я в жаркий период, помимо обработок, подключаю еще такие средства, как HB101, потому что он как бы немножко поддерживает иммунитет и также продолжает аминостим работать в этом случае неплохо. Ну, короче говоря, надо смотреть по ситуации, потому что
Вот, кстати, тоже еще одна орхидея, которая меня удивила. После того, как цвела пилориком, я вам показывала, вот так открыла второе цветение, вот таким образом. Это Арома 68. Все вы ее знаете. Вот такая вот интересность получилась. В общем, девочки, поделилась своим небольшим скромным опытом. И хочу, чтобы вы тоже в комментариях написали, какие используете вы средства, что вы заметили, что благоприятно влияет, что прям заметно улучшает состояние орхидей, как часто используете, что используете. Поделитесь в комментариях. Боже, какая роскошь. Мы все почитаем. Это очень интересно. Средств сейчас много разных. Кто-то гонится за какими-то японскими линейками, кто-то за европейскими, кто-то использует наши отечественные препараты, которые есть на рынке. И я не думаю, что это хуже. И в принципе, главное, чтобы орхидеи себя хорошо чувствовали и прекрасно цвели. Ну и покажу вам своего красавца пилора, тюльпана. Он у меня тут немножко невыгодно расположен. Видите, девочки, стоит, никто его не видит. И вот эти вот прекрасные 5 бутонов он спрятал от нас. Красавчик, да? Вот он. Называется он, я вам скажу, Volucation. Volucation. Вот он, красавчик. Тоже какое-то время плохо себя чувствовал, но тьфу-тьфу-тьфу, состояние его после пересадки улучшилось. Все, всех обнимаю, всем мирного неба, всем всего самого наилучшего. Кто любит вот такие тюльпаны, смотрите, какая красота, девочки. Вот насчет вот этих тюльпанчиков, да, заказал, вот я люблю вот такое вот крупноцветковое, вот такое, красоту такую. И я заказала 2 ликасты. Они похожи, да? Вот ликасты по форме похожи на вот на пилорчиков. Но там уж наверняка, если зацветет, то будет вот плюс-минус такая форма. Не знаю, никогда не пробовала и не видела. Не, видела в Дрездене на выставке орхидеи ликасты. Они невероятной красоты вообще, крупные те, которые. И вот сравнивала со своим пилором, говорю, блин, ну все-таки, наверное, мне вот даже больше, чем бабочки, нравится эта красота. Ну и вот эта красота тоже немножко отличается, но принцип тот же. Все, всем пока, всем хорошего солнечного настроения.